Жила-была девочка по имени Маргошка. Она была веселой, озорной и любила всякие приключения. Юная Маргошка жила в старинном городе Воронеже, на берегу реки с аналогичным названием Воронеж, окруженным густым лесом. А еще она любила читать всякие книжки про чудеса, волшебников, сказочных героев. Однажды Маргошке приснился сон, в котором она увидела волшебницу, лесную фею. Во сне фея сказала малышке, что если она найдет волшебный цветок, который растет на лесной поляне в глубине чащи, то она сможет загадать любое желание, и оно сбудется. Но чтобы его получить, ей нужно будет разгадать загадку, что важнее всего на свете. Когда Маргошка проснулась, она была под большим впечатлением от увиденного сна и решила отправиться на поиски этого волшебного цветка, исполняющего желание. Она взяла с собой корзинку, положила туда несколько пирожков, которые испекла мама, и отправилась в путь. Она долго плутала по лесу, в котором встретила много разных существ – зайцев, белок, ежиков и даже маленьких лесных фей. Все они были рады помочь Маргошке, и каждый давал ей советы, как искать эту поляну. Но все равно ее было найти непросто. Наступил вечер, а затем и ночь. В лесу было страшно, но отважная девочка все равно продолжала свои поиски. Наконец встало солнце, и она нашла эту поляну и увидела, что на ней растет цветок необыкновенной красоты. И она поняла, что это и был тот цветок из ее сна. Теперь ей предстояло ответить на вопрос, что важнее всего на свете. Маргошка долго думала, всякие мысли приходили в голову девочки. Ей, конечно, не хватало жизненного опыта, но Маргоша была смышленой девочкой и наконец поняла, что важнее всего на свете – это мир и доброта, дружба и любовь. Она громко произнесла эти слова, и цветок расцвел прямо у нее на глазах. Маргошка загадала желание. «Я хочу, чтобы все мои родные и близкие стали счастливыми и благополучными, и чтобы моя жизнь была тоже счастливой и наполненной любовью». Неожиданно цветок засиял ярким светом, во все стороны пошли лучи и озарили Маргошку. И с тех пор в ее доме всегда царило счастье и радость. А сама Маргошка стала настоящей героиней своего города, когда она вернулась и рассказала о своем приключении. Волшебный цветок остался на той поляне, как напоминание о ее доброте и смелости. Вот и сказки конец. А дальше жизнь. Маргоша выросла, поступила в Воронежский университет, окончила его и стала юристом. Но не только юристом, а еще и шикарной женщиной-красавицей.